момента восхождения на трон султана Османской империи Сулейман хан по правилам и законно жил на две семьи. Повелитель имел две любимых наложницы, с которыми поочередно проводил время, и обе они рожали ему детей. Неожиданно? Позвольте я объясню. Все приведенные данные основаны на мнении турецких историков. Согласно найденным мной историческим данным, у Махидевран Султан было 4 детей. Также нам всем известно, что и Хюррем родила падишаху 6 детей. Теперь давайте посмотрим на даты родов. Первое. Начиная с 1525 года у Сулеймана не рождались дети. А почему? По мне, это очень серьезный пробел в истории. Можно было бы предположить, что в это время султан был на войне. Да, был. Но смотрите, как выглядит в это время хронология его сражений. Следующая война Сулеймана была лишь в 1532 году. Значит, время для зачатия детей у него было, однако его любимые женщины не готовы были ему в это время рожать, сразу и обе. А почему? У меня имеется подозрение, что в это время, на протяжении 5 или 6 лет, у Сулеймана была другая женщина, о которой нам пока ничего не известно. После чего он возвращается к Хюррем, а уже в 1533 году, не пережив такого поворота событий, у Махидевран сдают нервы, и она накидывается на Хюррем. Этот вопрос и свои соображения я изложила известному турецкому историку по истории османов. Посмотрим, что он мне на это ответит. Если вам интересен финал, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить эти новости. Второе. Мы часто слышим о том, что из-за Хюррем Сулейман нарушил все правила. А о каких традициях идет речь? В Османской империи существовало правило «одна наложница, один шахзаде». Но, если мы посмотрим на приведенные данные, то увидим, что, будучи в отношениях с Махидевран, после рождения Мустафы и будучи еще шахзаде, Сулейман не останавливался на достигнутом и продолжен проводить ночи с черкешенкой. Но в данном случае правило могло быть не нарушено, если, как я уже рассказывала в своем предыдущем видео, Махидевран была законной женой Сулеймана, а не его рабыней. В этом случае это правило все-таки было нарушено, но с Хюррем. Женой султана она стала далеко не сразу, а потом. И вот как раз для нее после рождения Мехмеда двери покоев султана должны были быть под замком. Но нет, так не произошло. Хорошо, допустим. Другое правило, которое нарушил Сулейман – не жениться на своих наложницах. Нарушено ли это правило было в отношении Махидевран? Если по одной из версий Махидевран была наложницей, то да, Сулейман это правило нарушил. А если, как утверждает прапраплемянница Махидевран, она была отправлена в гарем шахзаде, исходя из целей брака по политическим соображениям, то нет, такого правила в отношении Махидевран Сулейман не нарушал. Однако 100% все уверены, и это так, Сулейман нарушил это правило в отношении Хюррем. И если в сериале судьба детей Хюррем нам более или менее ясна, с учетом исторических неточностей, то что же стало с детьми Махидевран? Даже по датам рождения ее детей точно ясно, что отлучение Махидевран от султана и ссылка вместе с Мустафой в Санджак произошли только после 1525 года, после рождения последней дочери Махидевран Разие. Согласно истории, это было в 1533 году. Мустафа был казнен Сулейманом после обвинения его в государственной измене. Ахмед был казнен также Сулейманом сразу после убийства Мустафы, так как подозревался в тесной связи с братом. Фатьма, к сожалению, нет никакой информации об этой султанше. Вероятно, умерла вскоре после рождения. Разие же прожила 31 год. Однако, в отличие от своей сестры Мехримах, Разие вообще не интересовалась дворцовой жизнью, интригами и тем более политикой. Не вмешиваясь ни во что, она была глубоко верующей с самого раннего детства и отдавала всю себя религии. Разие была очень предана своему брату,
Мустафе. Обожала свою мать Махидевран, а потому после того, как Мустафа был казнен, а ей на тот момент было 28 лет, она переехала жить к матери в Бурсу и там ухаживала за ней до конца своих дней, отказавшись даже выходить замуж. Разие очень тяжело переживала смерть Мустафы и умерла вскоре после его гибели, примерно через 3 года. Перед смертью она оставила завещание похоронить ее вместе со своим духовным отцом Ихьей Эфенди, который, как вы помните, был молочным братом Сулеймана. Из этого можно сделать вывод, что Сулеймана дочь совсем не интересовала, и ее судьбой занимался его молочный брат. После смерти Разие, а был ей 31 год, ее тело доставили в Стамбул и похоронили в гробнице в мавзолее Яхьи Эфенди. Друзья, выводы. Начиная с 1521 года Сулейман жил на 2 семьи, если говорить современным языком. Правило он нарушил, но вряд ли только из-за Хюррем, не доказано. Видно, что султан любил обеих женщин, и довольно долгое время его устраивало наличие 2 жен, если можно так сказать. Любимые же женщины султана изо всех сил вели ожесточенную схватку, пытаясь друг друга перерожать детьми. Простите за тавтологию. Неизвестно, сколько бы длилась такая «идиллия» в кавычках, пока Махидевран, не выдержав, как я думаю, совершила непростительную ошибку, избив любимую женщину Сулеймана Хюррем. И несмотря на то, что и Махидевран султан любил, он ей эту ошибку не простил. Давайте себе представим, что 2 женщины так и жили бы изо дня в день, борясь друг с другом, но не нарушая правила гарема султана. К моменту смерти Сулеймана в живых было бы 4 полноценных претендента на трон: 2 шахзаде Махидевран и 2 сына Хюррем. Как разворачивались бы события в этой истории? Выскажите свое мнение.